Приветствую всех, друзья! Я нахожусь рядом с кварталом Несебра Черное море. Хочу познакомить вас с ним. Дальше за моей спиной, где якорь, начинается. И начинался он, насколько я помню, как раз с этой стороны и выдвигался сюда ближе к Жанету. Пойдемте. Вот он. Знакомился я с ним где-то даже с этим кварталом году в 2012, а то может быть даже и раньше. Выглядел он как то здание на дальнем плане. Очень много недостроек было. Ну а сейчас уже, нормально. Красивая дорога вот появилась. Как появился, она уже несколько лет. Вот. Он весь становится облагороженным. А было такое жалкое зрелище из островых таких недостроенных домов. А сейчас хорошая дорога. Дорожки для велосипедистов, бегунов. Так он потихонечку. Это я иду с одного его края. Ну, потом завернем вовнутрь, пройдемся внутренними улочками. Иду по велосипедной дорожке. Если где-нибудь в Австрии, говорю, или в некоторых городах Европы, тебя могут шибить, если ты идешь по этой дорожке, и они будут правые. Но даже в России там мало такой культуры еще не развита, что нельзя ходить по велосипедным беговым дорожкам. Здесь для собак всякие тренажеры. Собачий городок. Даже это здесь присутствует. Вот за ним почти следят. Магазин Vivi Market. Здесь я и в апреле покупал. И на обратном пути тоже куплю себе продуктов каких-нибудь. Да, и про транспортную доступность. Сюда из Несебра ходит автобус «Двойка». Мы с моими ассистентами в этом году летом попробуем. Что-то не посмотрели, что за автобус. Думаем, до нашей доедем. А это оказалась «Двойка». Она сюда завернула. И остановка не так и близко от того кольца, с которого я начинал снимать. Вот такие дворики. Ну, недострой, видите, присутствует. Но что радует, очень все облагорожено. Очень красиво. Все параллельно, перпендикулярно. Но есть места, немножко чья-то земля, кто-то еще ее не освоил. Так, трансляцию веду 19 октября 2025 года в 18:00. Как раз он там сейчас, фонари он там зажглись. Там, по-моему, футбольное поле, спортивные площадки. Раньше здесь было то ли ГСМ для авиации, то есть военные тут курировали вот ту территорию, которая за стоянкой. Там даже вон дальше, если идти, там будет самолет стоять, памятник. Так, сейчас где-то проедет, и мы пойдем дальше. Магазинчики есть, действующие в октябре, и довольно-таки часто. Вот еще магазин. Вон там на углу еще магазин. Парковка платная, что ли.
Стоит он паркомат. Я стараюсь вечером сейчас подольше с этой стороны пройти сегодня. Может быть, еще пройду завтра. Пройдусь. Завтра вроде тоже погоду обещает хорошую. Но что-то я спохватился вечером пройтись. — 26 свободных мест. Вот цены такие на этой парковке. От 1 до 6 часов 2 лева. Да. Что-то там 1,02. То есть кинули цену. Кому интересно, на паузе посмотрите. Вот тоже магазин действующий. Потому что в той части Рауды, где я живу, там нифига нет. Приходится идти там тоже метров 800 в магазин, чтобы продуктов купить. Вот, а здесь они очень часто, ну, как говорят, здесь любят прикупить недвижимость и болгары. Почему? Да потому что цены здесь дешевле. Не надо платить домовые всякие там деньги за охрану, уборку. И тоже народ здесь прикупает и покупает. А вот до этой остановки как раз мы и ехали. Так, иду я в ночь ушел. Баскетболисты там играют. Вот. Ну, с этой стороны очень даже все красиво, интересно, убрано, чистенько, аккуратненько. Даже есть вон зубной кабинет. Здрасте. Так. Вот площадка для большого тенниса не занята. Там я ранее проходил, тоже теннисные поля, там все заняты. Вот. Есть еще тут каркасы домов. Здесь настольный теннис, пожалуйста. Вот, растят юных футболистов. Болгарии любят футбол. Даже я знаю несколько команд. Левский, Черноморец, потом ЦСКА. У них тут есть. Потом нефтяник как-то в Бургасе, там стадион есть. Что-то такое. Подсказывайте, если ошибся. Кафе Event Family, детский клуб. Рождественный дни. Не рождений. Вот какое здание, тоже красивое такое.
тренажеры. Люди ходят, занимаются. Парковочные места. 9 свободных мест. Цены такие же, как и на той парковке. Так, не знаю, ну я до того кольца сейчас дойду, там кольцо будет. Дальше не пойду. Пойду в середину. Изнутри, так сказать, покажу вам, что из себя представляет район Носебра, Черное море. Да, именно. Аккумулятор на половинке. Так, еще вот что-то строить, наверное, стадион какой-нибудь тоже будет. Зал для физкультуры и спорта. Так, не знаю, вот здесь какой-то телефон. Не рекламирую, не знаю, что это такое. Сия дизайн, шоры. Понятно, шторы. Коварница. Кстати, там держится, да, тоже не очень. Так, сколько уже? 11:27, да? Кафе. Работает, народ сидит там. Кухня работает. Это все октябрь, уже, можно сказать, конец октября. Ну, от моря, скажу я, очень далеко. Пешком тут идти минут 20, может. Вот из этих вот домов. А то и побольше. А то и 30. Лодочек продается для прогулочек и пассажиров катать. Не реклама. Вдруг кому-нибудь из вас надо. Кто-то ищет, а она тут стоит и ждет своего покупателя. Так, ну вот я здесь заверну направо. Весь район я вот так вечером-то пешочком не обойду. Он не маленький уж такой совсем-то. Вот. Движение есть. Да. Все это Черное море. Вот я не знаю. Пойду, наверное, я туда вниз схожу. Там кольцо будет. И по кольцу налево Джанет. То есть до Жанета тут реально пешочком, ну так, минут 15, я думаю, вот с этого края дойти можно. Минут за 15. Вот спортивный магазин, да, велосипеды, шлемы, не знаю, работает, нет. Ну, сейчас время позднее. Сейчас так и не скажешь. Работает он, не работает. Вот тоже красота, видите, какая. Не было тут такой красоты в 2012 году, а то и раньше. А сейчас все есть. Все, говорю, повторяюсь, параллельно, перпендикулярно, красиво, чисто, аккуратно. Так. Туда вот на внутренней улице, я не знаю, я пока спущусь, наверное, вниз, чтобы показать с той стороны. Заезд туда. Когда мы, сказать, приезжали впервые сюда, это 2009 год, ну не именно Черное море, квартал, а в Равду.
Вот. Нам некоторые господа говорили, что нет, здесь нельзя покупать, не надо тут покупать. Ну, не знаю, говорю, года могу перепутать. Там 9-й, 12-й. Вот. Что здесь там плохая почва, фундамент, уходит в песок, стены трещины дают. Говорю то, что нам говорили. Так, вечерний променад у меня. Сколько я уже? 2,53 прошел. 2 километра 530 метров. Это, так сказать, от моих апартаментов. Так, я проскочу. Надо проскочить. А то я один раз, точнее, меня на капот подняли в Стамбуле. Там они даже не смотрят, есть на пешеходном переходе кто-нибудь. Нету, или едут и едут. Вот байкеры. На гусях, как правило, все. А нет, Honda вон тоже. КТМыч. Все, так сказать, натур-эндуро. Вот, есть еще тут какие вон домики красивые такие в стиле швейцарском шале. Модерновые. Ну и каркасы. Вот собачки. Собачка бежит. У них, кстати, некоторые собаки есть эти в ушах клипсы ставят, что они такие добрые, стерилизованные. Ну, это вроде тоже Сашенька. Но, как правило, мало собак тут таких вот. В основном кошки, как в Турции. О, любят здесь кошек. Так, да. Я как бы по периметру прохожу района Кищевана. А вот они. Вспомнишь, они тут как тут на кормежку шли, спугнул их. Шли украдкой. Приземисто. Так. Ну вот, как я думаю, по-моему, там кольцо, а за кольцом уже в ту сторону. Это уже, по-моему, Слынчебряк, Солнечный берег. Так, ну а вот туда налево, в сторону Жанета. Вот. В сторону Жанета. И там же, по-моему, вот самолет как раз, да? Да, вот. До него уже дойдем. Он тоже тут определяет границы района. Здесь такая, видишь, благодать, природа, деревья. Да. Тут окраина района. Так, раньше вот это была заправка не Shell, а Лукойл. Говорят, Лукойл купили азербайджанско-турецкий какой-то консорциум в Болгарии. Вот. Но в Болгарии есть еще российский Газпром, нефть, заправки. Очень много. Ну и вот
Самолет отсвеченный. Сейчас как раз прочитаем, потому что рядом я с ним никогда не стоял. Сейчас вот мимо все время проезжал. Видишь? Так, вместе с ракетами. Болгарский знак на крыльях и хвосте. От общины свет. Память о ветром от Несебрского региона. От инициативный комитет. Не знаю, наверное, что-то еще и случилось здесь. Почему поставили памятник? Вон тоже недострой. Грандиозный. И вот на небе, смотрите, сколько следов от самолетов, точнее самолетов находится сейчас над Болгарией. Наверное, Путин где-то проверяется, нет? Хотя нет, еще рано. Так, ну ладно, мы не об этом. Мы об этом. Вот самолет. Это тоже граница как бы района Несебр. Там парк. Граница района Черное море Несебра. Да. Так, ну нормально. Прошелся я. Так. Идем дальше. Так, идем дальше. Идем дальше. Той маленькой улицей. Так, ну, подождем. Подождем, пока проедет. Тут пешеходного перехода нету. Пройдем. Теперь вовнутрь. Я не знаю, уже темнеет. Так, сколько тут? 18:28. Да, да. Конечно. Конечно. Ну, везде тут много. Так, внутренним пространством, внутренними улочками, дворами пройдемся. Вот один еще тоже в процессе строительства угловой. Тут, кстати, недалеко, если ехать в сторону вот старого города. Этот, раньше был Билл магазин, а сейчас тоже какой-то типа Билл продуктовый. На кольце там. Так, это вот все внутреннее пространство. Говорю, раньше здесь было все запущено. Сейчас все чисто, аккуратно. Повторяюсь в который раз. Красиво. Особенно когда темнеет. Но есть вот над чем еще работать. Да. Парковка, тут, наверное, дюны. Там вот наследие ЮНЕСКО. О, опять вылезла. Котик. Котик. Здрасте. 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 Много адвокатов тут. Внизу там адвокат, здесь адвокат. В самом Несебре много адвокатов тоже.
Улочки района. Так. Не знаю, да. Есть на ютубе много там блогеров, которые поподробнее рассказывают о ценах там, возможностях и прочем. Моя цель показать реально, что он из себя представляет. Есть и без асфальта вот места подъездные к домам. Есть и дома, которые в процессе строительства. Все есть. Ну, в принципе, хороший район. Но от моря далеко. От моря далеко. Далеко имеется в виду пешком. Я так думаю, что это где-нибудь порядка 25-30 минут. Вот с тех мест, где я сейчас иду. Это, так сказать, дальняя часть района от моря. Там есть и ближняя часть, от которой, ну, не знаю, может быть, минут 15 пешочком. Бегом, может, 10. Собачку-то преследуем. Не знаю, хорошо будет видно, нехорошо. Но мне кажется, нормально. Ну вот, про собак говорил. Началось тут в колхозе утро. Вот. Ух ты. Ай-яй, говорю, что тут все тихо, мирно, ласково. Нет, не так. Надо пройти самому. Так, вот. Какая-то черная злая. Самая злая. Этим пофиг большим. А поменьше, блин, тявкают. Так всегда. А это мы уже видели. Да. Какая тачка. Интересный американец. Что-то есть надпись. Бьюик. Какой-то Бьюик. Вот обоссали. Все. Так, пометили территорию. Вот как тут ездит быстро. Так, да, батареечка у меня на камере закончится скоро. Боюсь, все не сниму. Что-то там нашел. Так, там мы вот шли, там это основная улица сбоку. Так, главное налево. Ну, это к заправке, наверное, там заправочка. Магазины действующие, говорю, все работает тут в районе.
Даже детский сад вот, пожалуйста, есть. Да, такой подготовленный. С качелями, каруселями, горками и прочим. То есть все для жизни есть. Не знаю, есть ли тут школа. Не знаю, есть ли тут школа. Вон еще детская площадка. Марш. Маркет там, маркет здесь. Не знаю, ладно, иду до последнего, пока батарейки хватит. Все для вас. Все для вас, другие. По-моему, за мной теперь ходит. Вот главная, наверное, параллельная улица. Вот такая. Все, какие красивые дома вот тут присутствуют. Что-то света не видно, еще, видать, не продают. Гаражи есть. Хороший такой домик. Хороший. Вот такие все. Балкон в балкон, как говорят тут. Там еще параллельно есть улица. Она главное туда. Улица Насебр. Или, не скажу точно. Сейчас наболтаю что-нибудь. Вон там. Отдыхают. На балкончиках сидят. Кофе пьют с сигаретой. Любят у них заниматься этим делом. Кофе с сигаретой. Так равно удовольствие для них. Это я уже давно не курю. Лет 20. Точно, 20 лет ровно. Хотя нет, вру. Где-то в январе будет 26-го года. Фу, запах какой-то противный. Так, значит, люди себе что-то обнимаются. Девчонки, что-то у них тут праздник какой-то. Какой-то праздник. Одни девушки и женщины. Речь как бы русская. Отрезок 4. Темп отрезка. Километр Так, да. О, красивый Ауди. А8, наверное, да? Так, здесь аптека. Что сегодня? Аптека. Ну, все для жизни в этом районе есть. Детские сады, мини-маркеты, парикмахерские, детские сады, поговорил, аптеки, все есть. И даже вот церковь есть, да? А я ее никогда и не видел. И даже церковь есть. Ну, потому что ее не видно с той дороги, по которой мы обычно ездим. Она тут внутри. Что-то тут непонятно. Выравнивается.
Так, ну вот я тут на перекрестке стану. Стану на перекрестке 4 дорог. Там улица еще есть. Вот такие красивые дома есть. Там районы, здесь вот большие дома. Да, пойду тогда, ладно, еще дальше уже. А батарейка все уже красным горит. Значит, скоро кончится. Скоро, значит, кончится. Не пойду я дальше. Да, иду. На камере кончился аккумулятор. А я все брожу улочками. Улочками района. Вот здесь дома такие без света. Значит, там никто не обитает, не живет. И со светом, со скутерами. И туда тоже все этот район. Так, сколько я уже находил? 4,5 километра. Полезно это для меня. Очень даже полезно. Так, судя по всему, ужинать я сяду, как всегда, в 9 часу, что не полезно. Что мне еще идти где-нибудь. Сначала надо купить кое-каких продуктов, а потом пешочком отсюда где-нибудь минут 25. Ну, что, справимся. Ой, там какие-то пятиэтажки. Обычно здесь раз, два, три, четыре. Обычно трехэтажные. Там вот сзади, на заднем плане, какой-то здоровый дом. Здоровый дом. Все поворачиваем. Так, все тут я не обойду. Что обошел, то обошел. Представление имеете. Рекомендовать не буду, так как это не мое дело. А так хороший район. Хороший район. Идем в закат. Идем в закат. Ну все, друзья, заканчиваю. Показал вам район Несебр, Черное море. Все, что сам видел, то и вам показал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всех обнял. Пока.